3D-проектирование одежды. Технология Staprim. Система трехмерного автоматизированного проектирования в индустрии моды. Авторы технологии – 3 доктора наук. Открываем систему Staprim. Раскрываем окно на весь экран. Открываем меню с файлами. Мы видим 3 файла. 3 детали, 4 детали и 5 деталей. Например, открываем файл 5 деталей и узнаем, что он из себя представляет. Мы видим 3D-форму некой ранее созданной условной модели. Это первое окно. Теперь откроем второе окно, которое появилось справа. Здесь находятся развертки, то есть лекала. Если не брать во внимание рукав, то мы видим, что здесь 5 деталей. 2 детали спинки, деталь бочок и 2 детали переда. Обычно конструктор строит то, что мы видим в окне справа. Строит плоские развертки несуществующей 3D-формы. Для наглядности раскрываем окно 2D полностью. Нет 3D-формы. И поскольку ее нет, то конструктор обычно вынужден строить 2D лекала, не видя 3D-формы того, что строит. То есть лекала строит по технологии 2D-конструирования, как и в 15 веке. И чтобы построить 2D лекала, нужны глубокие знания различных методик плоскостного конструирования. Овладевает таким мастерством единицы. Большинство сходят с дистанции, поскольку процесс познания методик плоскостного конструирования крайне сложный и длительный. И все равно полученные лекала с помощью упомянутых методик уступят тем, что вы сейчас видите на экране. А при желании в этом легко убедиться. Мы же с вами их не будем строить вообще. Мы будем строить именно 3D-форму модели. Открываем 3D-форму. Меняем местами второе и первое окно. Нам удобнее и привычнее, когда окно 3D-формы находится слева. Итак, строить 3D-форму – это намного проще и намного интереснее. Это под силу каждому, кто имеет желание ее создать. И овладеть этим несложно, в отличие от освоения методик плоскостного конструирования. Мы строим вид сбоку и вид спереди и сзади. Покажем один маленький пример. Поднимем плечо модели на 20 мм. Открываем подсказку. Мы видим, что плечо модели поднимает параметры B9. Закрываем подсказку. Открываем параметры модели. Мы видим, B9 равен 0. Мы поставим 20 мм и включим «Построить». Начался пересчет 3D-формы, что сразу отразится на лекалах, как и на внешнем виде. Внешний вид мы видим, что плечо поднялось. Вот это четко, конкретно видно. Мы можем увеличить масштаб и увидеть, что так оно и произошло. Лекала тоже сразу автоматически перестроились путем разворачивания новой 3D-формы на плоскость. Теперь включаем функцию «Склеить лекала». Это нужно для того, чтобы после разворачивания на плоскость уложить эти лекала в привычные для нас рамки. Вот она, технология хай-тек. Проще не бывает. И теперь, если нам все-таки интересно оценить построенную 3D-форму, то мы можем уменьшить масштаб, изменить проекцию, включить таймер. И теперь можем анализировать, смотреть, увеличивать масштаб. Но нужно обязательно отметить 2 аспекта. Первый. Система Staprim является универсальным инструментом как для начинающего конструктора, так и для опытного конструктора-профессионала. Опытный конструктор быстро увидит, что система лучше ее взять на вооружение, чем с ней спорить. Она все равно выиграет, и поэтому лучше ею вооружиться. И почему же она выиграет? Потому что основная нагрузка по созданию модели в соответствии с замыслом дизайнера и по обеспечению качественной ее посадки на фигуре человека впервые снимается с конструктора и ложится на технологию. Второй аспект. Вопросы конструктивного моделирования, припусков на швы и тому подобное – это процедуры 2D-построения, которые по-прежнему должен решать человек. Но как ни крути, все-таки второстепенная эта задача по сравнению с тем, что вы сейчас видите на экране. Итак, давайте подробнее посмотрим, как же строить 3D-форму модели. И сделаем это в следующей части.